В декабре 1941 года с вступлением США в войну германское командование сняло запрет на действие подводных лодок в американских водах. В ходе проведения операции «Унтернемен Паукеншлег» удар в Литавры, в Западную Атлантику, обладавшую пока еще слабой противолодочной обороной, была направлена группа из 5 подводных лодок океанского класса. В дальнейшем число субмарин было увеличено, но никогда не превышало 12 боевых единиц, находящихся на боевом дежурстве. Приоритетными целями для немецких подводников служили танкеры, перевозящие нефть и нефтепродукты с юга США на восточное побережье страны. В связи с отдаленностью района боевых действий основу германских ударных сил в регионе составили океанские субмарины 9 серии, обладавшие повышенным запасом топлива. Каждая подводная лодка несла на борту 22 торпеды калибра 533 мм. Кроме того, на лодке было установлено 105 миллиметровое универсальное орудие, с успехом применявшееся против невооруженных торговых судов. Основной проблемой, с которой столкнулись немецкие подводники, было сравнительно небольшое время боевого дежурства. Несмотря на различные ухищрения, львиную долю ресурсов и топлива съедали переходы в районы боевого патрулирования и обратно на базу. При переходе через Атлантический океан инженеры-механики субмарин прибегали к частому маневру ходами и изменению режима работы двигателей в угоду уменьшению расхода топлива. Во время сильных штормов лодки погружались. Под водой они шли медленнее, но зато вновь экономили топливо. На подводных лодках горючим заполнялись некоторые цистерны, предназначенные для питьевой и технической воды. Подводники отказывались от элементарных удобств, чтобы под завязку набить лодку провиантом, запасными частями и материалами, необходимыми для повышения автономности плавания. Субмарины имели крайне плохую обитаемость, так как были построены по принципу максимального использования каждой тонны водоизмещения для повышения боевых качеств лодки. Однако, даже в таких условиях экипажи зачастую отказывались от всего, что могло бы именоваться комфортом. Все необходимое загружалось даже сверх допустимых пределов. Койки в течение нескольких недель были заняты ящиками с продуктами. В забитых до отказа отсеках оставались лишь узкие проходы. Отдельные капитаны настолько увлекались, что выходили в этом деле за пределы безопасности, из-за чего командование подводных сил было вынуждено отдавать соответствующие ограничительные приказы. Благодаря опыту подводников и ухищрениям, дальность походов подводных лодок оказалась фактически больше расчетной. Однако, время боевого дежурства в районах патрулирования для субмарин большого водоизмещения все равно не превышало 3 недель, а для средних подводных лодок 7 серии было еще меньше. Для решения этой проблемы командование Кригсмарины сделало заказ на постройку нескольких субмарин снабжения. Подводный танкер 14 серии представлял собой довольно удачную попытку глубокой модернизации больших океанских лодок 9 серии. Субмарина являлась специализированным судном снабжения, предназначенным для пополнения запасов подводных лодок, находящихся на боевом дежурстве, вдали от якорных стоянок и морских баз. Так как во главу угла ставилось снабжение топливом, подводные танкеры получили негласное меткое прозвище «дойные коровы». Длина подводного корабля составляла 67,1 метра, ширина 9,35 метра, высота 11,7 метра. Водоизмещение надводное 1688 тонн, подводное 1982 тонны. Субмарина приводилась в действие 2 дизельными двигателями общей мощностью 3200 лошадиных сил. В подводном положении движения обеспечивали 2 электромотора общей мощностью 750 лошадиных сил. Двигательные установки позволяли лодке развивать скорость до 15 узлов в надводном и около 6 узлов в подводном положении. Дальность плавания экономическим ходом составляла 22 870 км в надводном положении и 220 км при погружении. Лодка была способна работать на глубинах до 240 метров. Субмарина не имела торпедных аппаратов и палубного орудия. В качестве защитного вооружения на борту были установлены одно 20-мм и 2 спаренных 37-мм зенитных орудия. Экипаж подводной лодки насчитывал 60 человек. Дойная корова принимала 700 тонн топлива. В зависимости от продолжительности пребывания в море, она могла отдать боевым подводным лодкам от 400 до 600 тонн. Этого топлива хватало, чтобы обеспечить боевую деятельность 12 средних субмарин 7 серии по 50 тонн на каждую, находящихся в отдаленных районах Карибского моря, или 5 океанских подводных лодок большого водоизмещения 9 серии по 90 тонн на каждую у мыса Доброй Надежды.
В среднем, передача топлива обеспечивала дополнительные 2 недели боевого дежурства. Кроме того, субмарина могла пополнить запасы моторного масла, свежих продуктов питания, которые хранились в холодильных установках и торпед в количестве 4 единиц. Лодка была оборудована пекарней и обеспечивала находящиеся в походе боевые экипажи такой роскошью, как свежий хлеб. На подводной лодке был развернут медпункт на несколько койко-мест для эвакуации раненых моряков. Имелась даже небольшая гауптвахта для перевозки в Германию пленных и проштрафившихся немецких моряков. Лодки снабжения действовали в Средней Атлантике, назначая рандеву вдали от союзных противолодочных патрулей и самолетов. Операции по пополнению запасов и дозаправки часто занимали несколько часов, подвергая риску как дойную корову, так и подводную лодку, которую она обслуживала. Грузы переправлялись с помощью 6-метровой надувной лодки, а также с использованием перегрузочных кранов. Плоская главная палуба танкера была оборудована технологическими люками для облегчения транспортировки сыпучих грузов. Однако в условиях Северной Атлантики корпус часто заливало высокими волнами. Припасы приходилось поднимать вручную через люк боевой рубки, а складирование грузов на палубе было невозможным. Иногда из-за плохой погоды прием топлива от подводного танкера прерывался, передача грузов задерживалась. В результате около дойной коровы собиралось несколько подводных лодок, ожидавших своей очереди. Такое сосредоточение субмарин таило опасность и всякий раз вызывало тревогу у германского командования. В случае, если немцы попадали под налет авиации во время пополнения запасов, неповоротливый подводный танкер уходил на глубину первым. Остальные подводные лодки некоторое время прикрывали субмарину огнем, оставаясь на поверхности. 22 апреля 1942 года подводный танкер Ю-459 впервые передал топливо подводной лодке Ю-108 в районе, лежащем в 500 милях северо-восточнее Бермудских островов. А 2 неделями позже в том же районе от Ю-459 приняли топливо еще 12 средних и 2 большие подводные лодки. С конца апреля до середины июня 1942 года подводные лодки-танкеры Ю-459, Ю-460 и Ю-461 обеспечили снабжение 37 подводных лодок, которые поочередно вели боевые действия в американских водах, что немедленно сказалось на ходе боевых действий. Примерно за тот же период только в Карибском бассейне немецкими подводниками было потоплено 148 союзных судов общим тоннажем 752 009 брутто регистрационных тонн. Естественно, что дойные коровы стали приоритетными целями для союзных атак, поскольку потопление одного подводного танкера резко снижало возможности германских подводных сил и вынуждало ударные субмарины раньше времени возвращаться на базы для пополнения топлива и припасов. Вскрытие германского военно-морского кода позволило союзникам получать информацию о маршрутах движения и точках рандеву подводных лодок, а усиление противолодочной обороны и появление более совершенных технических средств обнаружения субмарин не оставляли никаких шансов германским подводникам. В течение 1943 года союзникам удалось уничтожить большинство подводных танкеров, а к концу войны все 10 спущенных на воду субмарин снабжения были потоплены. Считается, что из общего количества подводников, проходивших службу на дойных коровах, 530-576 человек, погибло 289 моряков. Подписывайтесь на канал и оставайтесь на связи. До новых встреч!